Ребят, очень сильно извиняюсь за то, что опять же я опоздала с этим сериалом. Я его обещала уже давненько, но вот так сложилось то, что были огромные проблемы с интернетом, то, что там кабель что-то там не совпадало. Короче, были проблемы с интернетом, и извиняюсь, и всем приятного просмотра. Осмелюсь спросить, что ты забыл в заброшке вместе с Ангелиной? А что, как по мне, заброшка нормальное место, чтобы обустроиться? Ангелина, а чем же ты это занята таким интересным, что даже не отвлекаешься на свою подругу? Извини, просто информацию важную пишу. Да, у нас тут что-то вроде библиотеки. Вот всякая информация, и там, как ты видишь, книжки лежат, и она пишет важную инфу всякую. Ну, а я проверяю, чтобы она не написала всякий бред. Она, так сказать, учится у меня. И я же профессионал, как ни крути. Ну, знаешь ли, ты не такой уж профессионал в деле читания, чем в бою. Ну, я не знаю, читает он норм или нет, но что-то как-то у вас книжечек мало. Такое маленькое количество информации, которая поможет. Думаю, что это хорошо. Я на самом деле много, просто поразбирали. Ясно. Я вообще не за этим пришла. В общем-то, я у той девки я все-таки выпросила свое. Конечно, пришлось немножко физической силой воспользоваться, но это плюс. Короче, у меня все вышло, и деньги будут через несколько дней. Или... Короче, я немножко не помню. У меня склероз. Вот такие вот делишки. Молодец, Кроуфорд. Ты радуешь меня. Всегда работаешь как надо. Саш, ты же знаешь, что я не люблю, когда меня называют по фамилии. Ладно, неважно. Какое твое же следующее желание? Я же рада выполнять свою работу. Да нету пока тебе никакой работенки. Отдыхай. Если надо, я тебе позвоню. Хотя, если тебе не трудно, можешь мне помочь или просто почитать мои старания. Ну, уйти вот. Конечно, это я сделала за 2 недели. Да я вообще быстро это все дело делаю. И примерно я таких книжек сделала уже штук 6 или 7. Короче, вот так вот. И сейчас там читают. Да. Ну, если хочешь, можешь почитать, взять, какая информация тебе нужна. Я не против. Возьму почитать чего-нибудь. Ну, короче, как к ним подобраться? Можешь и так взять, либо обойти и взять. Но, конечно, удобнее обойти и взять. Окей. Это мне понадобится. Спасибо за книжку. Удачи, писатели. Она всегда нас будет подковывать. Ну, а что ты хотел от Леры? Привыкай. Кстати, да, насчет этого. Тут некоторые предложения надо исправить, потому что ты повторяешься. И лучше не думай о том, как Лера нас подкалывает, а лучше о работе. Ладно, прости. Лучше трудись так же, как Лера трудится для своей работы, а не как ты. Я вообще-то стараюсь. Я тружусь, как могу. Ладно, давай текста, я справлю, что тебе там не нравится.